прошлом выпуске. Транссибирские атаки. Экстренное включение. Палатка не справится с проливным дождем. Потому что с этим в палатке спать. Я бы туда не поехал. И я уже просто не могу. В этом выпуске. Как скажем, вот эта ночь была, наверное, самая жесткая. Много городов у нас в России. Мы очень хотим, чтобы С каждым годом все. Не в одном городе, не в одной стране. А Питер просто реально весь бухает. Мы просто случайно его нашли. Как... все-таки они на тебя насрали. Короче, время было 9, мы перебрались в Бургер Кинг, опять тот же, в котором мы ходили ночью, когда хотели в туалет и попить халявные газировки. Как скажем, вот эта ночь была, наверное, самая жесткая из тех, которые у нас были пока за последнее время на вокзале. Мы возвращаемся с Бургер Кинга и заходим не в то место, это закуток, где мы сидели до этого снимали, а почти при входе на вокзал, там очень много было лавок. И мы там решили обосноваться, потому что там очень много людей так спало, типа, кто просто сидя, кто прям лежа на лавках. И мы такие, ну ладно, давайте здесь. И это было очень жестко. То есть пришел поддатый дед какую-то фигню постоянно нес, он всех бесил просто. А потом раз он просто у всех на глазах взял, стырил у женщины рядом сидящую сумку. Она заорала, вызвала полицию. А еще было куча людей, которые не хотят что-то своровать. Ну, блин, вокзал жестко. Не до сна было вообще, по крайней мере, мне. Переместились опять в то место, где закуток. Пришла какая-то цыганка шизанутая, которая разговаривала с игровыми автоматами. И в то же время разговаривала еще с нами. Видимо, она нас была зла, потому что там это было, наверное, ее любимое место, а мы его заняли. Она раза 3 приходила. Я от мороза вообще с ума сошел, хотя люди там в шортах ходят. Я одел все, что можно было у меня. Мне даже зимнюю шапку. Конечно, петербургская погода меня реально удивила. Лето. Я там замерзал до дрожи на этом вокзале, потому что там рядом был недалеко выход, и там так задувало. Сейчас мы ждем, кому вообще пойти хотя бы и помыться, и постираться, или просто поспать. Йоу, бич, чуваки, мы в Питере. Наконец-таки нормальная погода вечером. После Бургер Кинга мы поняли, что жизнь может быть и прекрасной. После того, как нас приютили две очень очаровательные девушки, Полина и Ксюша. Мы помылись у них, и теперь мы гуляем. То чувство, когда Егор испачкался в говне. Все-таки они на тебя насрали. Здравствуйте, товарищи. Мы гуляем по Питеру. Сейчас мы направляемся в сторону Исаакиевского собора. И мы поняли, что мы очень хотим шаурмы. Но мы в очень сильных раздумьях по поводу этого, потому что она здесь стоит гораздо дороже. Вот. Как вы думаете, стоит ли нам покупать шаурму или нет? Пишите в комментарии. Здравствуйте, товарищи. Мы очень сильно устали от Питера, а особенно от его погоды, потому что встретил он нас ураганом.
Погода влияет чрезмерно сильно. Большие километражи влияют чрезмерно сильно, в том числе даже будучи в машине. Отсутствие нормального бюджета влияет еще сильнее, потому что в последний раз мы купили буханку хлеба и консервы с фасолью. Вы можете себе это представить, чтобы есть потом это в Бургер Кинге. Ну, короче говоря, так мы проводим время в Бургер Кинге. В данный момент мы направляемся в сторону Исаакиевского собора и найти местную забегаловку шаурмой и, возможно, рядом же с ней и набухаться. Потому что Питер встретил нас очень отстойно, настроения нет никакого, посмотрим, что будет завтра. С другой стороны, нам повезло по довольно многим вещам, которые мы почему-то не берем в голову. Допустим, мы нашли офигенную вписку у девушек, которые тоже сами прикольные. По крайней мере, мы видели только одну пока, недалеко от центра города. Все супер, мы пешком оттуда идем сейчас. Шаурма. Шаурма такая теплая, нежная. Когда человек голодный. Жмет тебя бережно, сжимая свой кулак и твои соусы. Мое сердце Забирай. обволакивают. Здравствуйте, товарищи. Мы, короче, купили пивка, решили попить его. После того, как покушали шавухи, мы случайно завернули в первый же попавшийся двор, где была открыта арка, и тут Тот самый двор, который сейчас будет вставкой, мы просто случайно его нашли. Структура этой шавы пятерка, она не разваливается. Ты? Я орал. Убери эту говно. Ты быстро убрал, блядь, нос свою щеку. Что, не помню? Еще снимай. Тебе в рот давай. Слышь, я тебе сейчас камеру в яйца сам. Давай, давай. В начале этого дня вообще полностью были обескуражены тупостью наших видосов, потому что нам казалось, что это скучно, не то, что мы хотели. На нас напала очень сильно петербургская хандра. Так, пока мы не купили Балтику семерку и сидр. Ребят, мы реально немножко шокированы, просто второй раз. Но Питер просто реально весь пухает. Это просто что-то, я не знаю. В жизни ни разу не видел такого города, который настолько поменялся ночью. Только здесь начинает заходить солнце, просто город просыпается. Мы до этого шутки. Туристы, англичане, китайцы, шотландцы. Бах, все выходят, покупают сапарики, покупают еще что-то. Домой там раз гашиш передал, там еще что-то. Вообще, что происходит? Мы сами не без греха. Мы просто чипс купили. И спрайт. Интересно, зачем? Это прям культурный момент. У всех резко, как будто чик, как у мусульман Рамадан или что-то еще там. время, чтобы вы знали, около 11 часов. Ну, мы не отстаем от графика и идем на набережную смотреть, как разводятся мосты под рюмочку. Через 2 часа будут разводиться здесь мосты. Мы будем на это наблюдать, пока мы начнем уподобаться Петербургу и жителям его. О, смотри, какие волны. Ребята, хотел вам рассказать, что такое Санкт-Петербург. Вот видите, время сейчас. Закат. А вот что на другой стороне. А на другой стороне все тот же непредсказуемый Питер. С его музыкой улиц, людьми, которые могут везде найти вдохновение, с его контрастом, с его искусством. Это город, в котором рождалась электронная музыка и, конечно, рок. Это город каналов, мостов, парадных, колодцев, поребриков. Город, в который мечтает уехать каждая 15-летняя девчонка. Короче, находимся у одного из мостов, которые будут разводить. Это тоже наше прибытие в Петербург, выпуск об этом городе словами о нашем собственном проекте. То, что мы почерпали, исходя из уже прожитого опыта. То есть вы видели нулевой выпуск, где мы собирали вещи и думали, что это нам понадобится. Тут мы уже скажем, что пока мы поняли, нам не было нужно или что было нужно нам по-любому. В таких путешествиях очень-очень важно иметь вторую обувь. То есть я брал еще шлепки,
Но они понадобились всего один раз, когда мы палатку поставили, и чтобы в них было удобно, ну, выходить. Эта обувь у меня уже жестко провоняла каким-то образом. У меня случился какой-то биологический конфуз, и сейчас будем пытаться что-то с ней делать, потому что нереально вообще у кого-то быть, и даже ехать в машине у кого-то, это вообще жесть. Мой не мой, и все равно это кошмар. Поэтому вторая обувь спасла бы хотя бы на то, что если мы будем стирать у кого-то первую обувь, будет в чем ходить во второй. Не в сланцах же мне ходить по Санкт-Петербургу, сами понимаете, даже когда жарко. Батарейки мы покупали еще после этого уже, хотя надо было купить заранее и проверить. От того, что у нас мало денег и мы мало покупаем воды, у нас обезвоживание у каждого. Недосып, постоянно вообще, голод. Ну, есть такой чуть, но это тоже важная проблема. Вторая проблема – это деньги. Да, конечно, мы сами решили, что таким маленьким бюджетом поедем, но деньги все равно очень-очень постоянно дают о себе знать, особенно их нехватка. В общем, до скорых тоже, опять встреч. Мы потом выезжаем дальше в города, и это далеко не... Это только начало. Мы вот только... Мы только попали на самое-самое начало диагонали такой, а потом уже будет ее конец. То есть мы, в принципе, сделали какой-то этап. И мы очень этому рады, на самом деле, особенно сейчас. В общем, всем спасибо большое за то, что вы смотрите нас, и вам это интересно. Потому что мы рады вам это были принести также. С вами были Транссибирские бродяги. Егор и Миша. Пока. Этот мент подходит к нему, вот так по плечу херачит ему. 9-й день путешествия, и Егор начал чесать яйца. Нет, И разговаривать с носками. вот это вот, да, это было. Я разговаривал только что с носком со своим. Вот что делает с людьми автостоп. Вот так уезжает Егор, а я остаюсь стопить дальше. У меня сейчас в кармане рублей 10. Да, Миша, не могу звонить, не писать смс в течение всего времени. Я в шоке, думаю, все, походу, звездец. Да, череповец. Город! Сплошной завод! 10:30 вечера, ночи. Вы угораете, что ли?